все, что здесь есть, вот эти блоки управления, монтаж, выполняли студенты. Студенты 4-го курса. В состав центра входит, вообще говоря, 3 лаборатории таких. Первая – это лаборатория средств отчисления робототехнических систем. Туда входят и видеокамеры, ультразвуковые датчики, лидары, тактильные датчики. Там эти датчики можно поместить в реальные условия функционирования. Там есть и камера, где холодный дым, там есть специальные фильтры, создающие помехи для датчиков, так что можно со всех сторон их отследить. Имеется коллаборативный робот, который отчислен, то есть у него дворукий робот фирмы АББ, значит, у него все степени подвижности отчислены, и ручка тоже. Вот, и реально можно создавать очень интересные алгоритмы управления, как для промышленных, так и для медицинских и бытовых роботов, вот, работая на этих техниках. Вот в этой лаборатории, в которой мы сейчас находимся, это лаборатория средств автоматизации, то есть системы управления, то есть сердце, так сказать, вот этих роботов, которые управляются. А вот здесь имеется, соответственно, и промышленные контроллеры ПЛК, ПРОЛ, и соответственно, блоки ввода-выводов, блоки защиты и так далее. И здесь, благодаря фирме Биндар, которая передала нам лицензии на проектирование таких систем, студенты могут с нуля подготовиться для создания сложных промышленных систем. Третья лаборатория – это тот цифровой макет того цифрового производства, ради которого была создана вот эта вот лаборатория. Там имеется линия, на которой стоят современные роботы и роботы, которые, вообще говоря, продаются, но они у нас уже достаточно давно есть. Нам пришлось просто переделать их систему управления, потому что они просто устарели. И в рамках вот этой линии цифрового производства, вообще говоря, можно решать очень много практических задач по обучению студентов, обучению или переподготовке персонала современных производств, потому что там реализованы все подходы к современному промышленному оборудованию, которое только может быть. Причем вот эта лаборатория, которая здесь создана, она была разработана, сама ее идея, конструкция, наполнение была разработана нашими сотрудниками. И совместно с зарубежными нашими партнерами, это и АББ, КАМАУ, Биндар, она реализована. То есть здесь, конечно, одни мы не справились с этой ситуацией, но совместно нам удалось решить такой большой проект, который фактически создал макет современного производства в маленьком компактном лаборатории. И что очень важно, во всех этих лабораториях все до одного робота управляются на одной и той же элементной базе. То есть можем, обучая студентов, добраться до каждого двигателя, до каждого датчика. То есть обучать студентов от простого к сложному. То есть от управления привода до схем вообще управления всем производством. В том числе и решая экономические задачи на таком производстве. Это дает очень много, так сказать, возможностей в рамках обучения, переподготовки. И в том числе, когда мы создали такую лабораторию, мы решили довольно много инженерных задач и научных, которые позволили реализовать все лаборатории вместе. Идея была очень простая. Нам нужна сквозная была подготовка. Для этого нам нужно было, чтобы все системы управления всех элементов были сделаны на единой элементной базе. Тогда это позволяет сделать сквозную подготовку, потому что мы в свое время делали ГАП, но мы покупали робот, а влезть в него не могли. Что мы делали? Мы его разбирали, собирали по новой, с новой программной обеспечением, но оно уже никакого отношения к тому, что там было сделано, не имело. Это большие и ресурсные затраты, временные. Второй момент, у нас очень связывают тесные связи с Биндаром, мы довольно много работаем на этой элементной базе, и для нас она, в общем-то, знакома, она зарекомендовала себя надежностью, и сам Биндар как партнер, очень надежный партнер. Поэтому первое, мы, собственно, обратились к нему. Традиционно зарубежные фирмы, они как предлагают? Мы вам разработаем и под ключ сдадим некоторые, так сказать, устройства. У нас такие были предложения от других фирм, и
Мы их сразу отменили. Почему? Потому что они сделали, мы не знаем. Как мы это внутри интегрируем, не знаем. Вот то, что мы сейчас создали, мы разработали сами. Мы знаем, как что устроено. Мы можем добраться до любого элемента. Это и ремонтопригодность, это и вопросы методики обучения, это вопросы стыковки. То есть здесь довольно много аспектов, которые мы выбрали именно этих партнеров, которые согласились быть нашими партнерами, для которых мы не только берем их технику, но разрабатываем и некоторые технологии, которые им тоже пригодятся. Потому что то, что мы используем, например, везде PowerLink, при этом имея лицензию, по которой мы можем создавать такое оборудование, университет имеет ее. Вот для нас тоже было очень важно. Нам многие фирмы предлагают свое просто оборудование поставить, быть ее собственником, и мы там учились бы. Это не очень удобно, еще раз говорю, потому что там все скрыто и непонятно. Эти же фирмы согласились, что у нас было все открыто, доступно. И я думаю, что, наверное, они тоже получат определенные плюсы, потому что первое – это площадка, где они могут показывать свои роботы и в реальном приложении. Вот. Второе, на этой площадке можно проводить переподготовку сотрудников реальных производств, где будет установлена аналогичная техника. Это тоже очень важный момент, потому что университет имеет лицензии на этот вид деятельности. Университет выпускает достаточно много студентов. Если говорить об институте, где вот расположены эти лаборатории, то здесь выпускается каждый год порядка 400 человек. Здесь очень хорошая подготовка математическая, хорошая подготовка по программированию, хорошая подготовка по, собственно, схемотехническим решениям и так далее. Не случайно мы взялись на себя сделать самостоятельно такую лабораторию. Сейчас, если вы посмотрите, у нас есть предприятия по нефтепереработке. Их довольно много. Там везде требуются различные средства автоматики, различные вот эти реализации различных сервисов по безопасности, по заказам и так далее. То есть фактически цифровое производство. Да? Это различные, ну не знаю, молокозаводы и так далее, тоже их довольно много. Сейчас постепенно восстанавливается экономика реального сектора, я имею в виду различные производственные мощности, где тоже требуются вот эти вот реализации всех этих вещей. Поэтому вот на сегодняшний день у нас потребляют вот наших выпускников и коммерческие предприятия, и федеральные органы, и различные ВКУПы и так далее предприятия. У нас, вообще говоря, у университета 50 постоянных партнеров, где расположены базовые кафедры. Понимаете, это крупные предприятия, куда тоже нужны разные специалисты, поэтому они все расходятся. Вот. Но еще раз хочу сказать, что имеющий опыт вот сборки такого производства, этих ребят просто на расклад растащат, мы их постараемся не отдать, а в науку какую-нибудь направить, но тем не менее вот эта вот ситуация такая. Сотрудничество у нас уже довольно давно идет. Вот. При этом наладку линий мы привлекали, конечно, сотрудников и БНДА, вот, которые помогали нам здесь, хотя у нас достаточно большое количество преподавателей и студентов прошли переподготовку. Вот, на БНДАРе, причем неоднократно мы обучались по разным направлениям. Вот. Это для нас очень важно, когда партнер такой доброжелательный и заинтересованный. Значит, реально, конечно, вот сейчас еще будут у нас проекты, не связанные с цифровой экономикой, а связанные с реализацией других систем управления. Мы и раньше использовали элементную базу, которую выпускает БНДАР, и сейчас активно ее будем применять, потому что она соответствует всем европейским стандартам, потому что вопрос о создании продуктов для продаж за рубеж, он невозможен без соблюдения всех этих стандартов. Техника эта вся соответствует европейским требованиям, плюс мы используем протоколы PowerLink, которые, собственно, разрабатывались, вот, и это детище БНДАР, да, вот, и я хочу сказать, что вот все это вместе позволяет решать очень большие задачи, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и в коммерческом деле создания вот совместно каких-то продуктов, и в том числе, может быть, помочь тому же БНДАРу, потому что, например,
создавая различные проекты в промышленности, где-то нужно переподготавливать, обучать персонал. Мы готовы здесь помочь. Мы оборудовали площадку, где стоит эта же техника, компьютеры, серверы мощные, где можно реализовать эти продукты и индары, и в том числе обучать